Здравствуйте, наши дорогие друзья! С вами Саша и Полина. И у нас последний урок в этой неделе флирта душераздирающий. По предмету практика отношений. По предмету практика отношений. И мы напоследок решили поговорить о флирте между людьми, которые давно вместе. Тяжело 10, как бы, да. То есть как уже, же, ну все просто, как же да. показывать друг другу вот эту игру и интерес, да, когда уже Да. 10 лет. Иногда бывает же, то есть я хочу исключить один момент. Иногда бывает, что мы жили вместе, а потом один из нас открыл себе какую-то новую сексуальность, там, как бы увлекся вообще чем-то, вот, чем раньше никогда не увлекался, БДСМ, как бы, да, скупил все в магазине. Вот. Нет, этого не было. Просто вот все те же. Что делать, как бы, да, каким образом оживить это, при условии, что, может быть, не надо этого оживлять. Тишь, гладь, как бы, ряска, болото, все нормально. Лежит одна коряга, над ней сидит как бы пожилой филин. Цапля. Вот, да? Надо что делать? Надо увидеть, попробовать, увидеть человека, да, своего партнера вот в той же самой обстановке, в какой он тогда был. То есть вот в этой вот обстановке флиртивности такой, когда он блистал, когда там другие его хотели, ты его Хорошо, хотел. если он за эти 10, 15, 20 лет, знаешь, не нарастил живот, бока, нарастил лысину. То есть, это очень важно. Чтобы на протяжении этого времени был какой-то все-таки прогресс. Это очень важно. Если когда вам говорят, что ты там отнял 15 лет моей жизни, вы должны показать карточку, и ты посмотри, какой там или каким ты был 15 лет назад. Ты был уродом. А сейчас ты посмотри на себя. Уважаемый мужчина, статный, да. привлекательный. Нужно заботиться об этом, я не знаю, да, на какой возраст сейчас мы работаем, да, надо заботиться о том, чтобы через 10-15 лет отношений вы выглядели лучше, чем до того. И если вы не выглядите лучше, если вы спились, отрастили живот, если вы сидите на наркотиках, если вы потеряли работу, ни хрена не зарабатываете, это значит, что ваши отношения увели вас не туда, и вы сами за это отвечаете. Вдвоем, да? Вдвоем. Да? Бывает так, что как бы один партнер весь расцвел, значит, а другой весь скис. Бывает два расцвели, а бывает так и остались. Как бы, да? Вот не надо этого. Но видишь, мы должны про личностный рост говорить, а когда нам нужен собственно. Имеется в виду, что если я тебя увидел вот в том, и тебя все хотят, все очень хорошо, а для меня я люблю играть роль жертвы, да, то есть у меня личностный рост такой невысокий, да, и я как бы думаю, она смотрела так на меня, как сейчас смотрит на этого молодого красавца, там, да, а со мной это уже не будет. Да. То есть я не то, что не возбужусь, наоборот, да? Поэтому надо заниматься собой. То есть помимо того, что называется внешностью, надо заниматься еще и личностным ростом своим. Да? То есть это быстро этот вопрос не решить. С точки зрения практики мне пришло в голову, знаешь, такая школьная практика заводить единорога. То есть бегать в маечке без трусов, сверкая попой, как говорится, в нужный момент говорить, не, ты что, мы женаты 15 лет. Попа должна быть размером. Безусловно, надо, конечно, понимать, что если у нас тут безразмерные попы, то они в меньшей степени заниматься собой, да. Есть еще практика антифлирта, понимаете, антифлирта. То есть это она такая против природы. То есть я понимаю, что природа, она вот так устроена, что интерес уже угасает. Что люди ищут новых. За счет этого движется эволюция, там все как бы новые люди рождаются, там 5-10, как бы это надо, чтобы люди меняли, да, вот это постоянное отношение, это, как бы для природы это не очень хорошо, как бы, да, это спокойно для государства, для людей, вообще надо меняться, да, вот. И я понимаю, что природа работает против нас, а я возьму, как бы, и пойду против природы. Я буду говорить, что, я не хочу, как бы, да, дорогая, я тебя обожаю, да, дорогая, я хочу, значит, вот с тобой быть, да, давай займемся как бы сексом, да. То есть я понимаю, что я не хочу, но я буду это делать специально, на зло природе. Это такая наша установка «сдавайся». Да, я сдамся тому, что как бы все, мои желания пропали давно, как бы, да. И когда после того, как они пропали, я займусь тем, чем я хочу заниматься. Просто-напросто. Да? И покажу, а потом, когда я закончу это, то, что я делал, я скажу, как бы, вот природа, мы тебя и здесь победили. Вот какой запал. Да, против Вселенной. Чего? Условно говоря, сделать этот флирт
не самоцелью, а средством погрозить пальчиком. Конечно, ну то есть нам все время, когда мы что-то оживляем, обновляем, меняем в отношениях, нам все время приходится выходить за их рамки. Да, это такой вызов природе. Да. Как, собственно, создать, оживить что-то, что уже... Иногда это доказательство партнеру, как внешним каким-то людям, да, а иногда просто высшей силы. О чем? В конце концов. Вопреки всему хочу его, хочу ее. Да. И буду делать. То есть я даже если, так сказать, эти силы решат, что я не хочу, как бы я все равно буду. Окей. Хорошо. Неделя флирта у нас в рамках этого предмета закончилась. Вау! Смотрите другие наши предметы и до будущих встреч на других темах. Спасибо большое за внимание. С вами были Саша и Полина. Наоборот. Наоборот. Полина и Саша.